Всем привет, друзья! С вами проект Power Device, и этот ролик будет посвящен искусственному интеллекту, который потихоньку начинает появляться на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. Функции искусственного интеллекта уже давно присутствуют в китайских оболочках MIUI и HyperOS. Но на наши глобальные оболочки, как всегда, завозят все позднее. И вот сейчас начали появляться такие возможности. Если быть точнее, то на телефоны Xiaomi появилась возможность установки глобального переводчика и генератора субтитров для различных целей. Сейчас обо всем расскажу. У себя на телефонах я тестирую это уже несколько дней. И чтобы показать вам все с нуля, по шагам, я удалял это приложение, сейчас мы вместе с вами его установим. Посмотрите, вот такое приложение Mi AI Translate стало распространяться на некоторые флагманы Xiaomi с глобальной прошивкой. Скорее всего, вы заметили, что у меня два таких приложения. Вот они. Одно под номером 4.9.3, а второе 1.0.9. Если попытаться установить вот это приложение 4.9.3, то у него будет подпись на английском языке Mi AI Translate. Это и есть китайская версия. Как вы уже поняли, версия 1.0.9 стала распространяться на нашей прошивке. Она подписана как Mi AI переводчик. Это глобальная версия. Просто у китайцев она уже давно продвинутая, а у нас распространяется недавно. Скачать эту глобальную версию вы сможете в моем телеграм-канале Power Device. Ссылка, как всегда, будет в описании. Но не торопитесь сразу себе его устанавливать. Сперва посмотрите ролик до самого конца, чтобы у вас все хорошо работало. Итак, в моем телеграм-канале вы скачали это приложение. Кстати, не забудьте на него подписаться. Я там часто выкладываю много полезного. Теперь я просто устанавливаю это приложение. Также на этом моменте отмечу, если это приложение вдруг у вас не устанавливается, то зайдите в настройки приложения, показать системные приложения, здесь по-английски пишем Mi, AI. И смотрим, чтобы у нас не было установлено никакого другого Mi AI переводчика, либо Mi AI транслейтера. Если, например, у вас здесь есть какой-то Mi AI транслейтер, зайдите в него и удалите, а потом снова попытайтесь установить наше скачанное приложение. Итак, после установки не ищите его на своих рабочих столах, оно появляется в нашей системе, так как это не стороннее приложение, а это приложение именно от оболочек Xiaomi. Далее открываем шторку, спускаемся в самый низ, нажимаем «Изменить». Здесь продвигаемся также ниже, находим системные переключатели. Здесь-то у вас и должен появиться Mi AI Translate, который мы только что установили. Нажимаем плюсик, подтверждаем галочкой. Теперь данное приложение установлено в нашу систему, и чтобы его запускать, открываем шторку и нажимаем на соответствующий ярлык, который мы только что добавляли. Всплывает такое окно, которое полностью на русском, что еще раз подтверждает, что данное приложение глобальное. Нажимаем «Согласиться». Наша программа открывается вот таким образом. Если коснуться сверху, то мы сможем переносить ее в любое место. Перейдем к настройкам и объясню вообще, зачем нужен этот искусственный интеллект и генератор субтитров. В правом нижнем углу есть риска, потянув за которую мы сможем расширять или сужать данное окно. Его нужно немного протянуть вниз, чтобы было удобнее. Далее нажимаем вот эту шестеренку. Здесь нам нужно настроить языки, язык источника. Я оставляю английский, подтвердить. Еще раз иду в настройки. Целевой язык – это тот язык, на который будет совершаться перевод. Я выбираю русский. Подтвердить. То есть сейчас будет переводиться с английского на русский. Дальше источник звука. Пока что оставим система. Позже покажу, что такое микрофон. Отмечу такой момент. Здесь есть еще дополнительные настройки. И если мы на них нажмем, то выпадает вот такое окно. У вас нет учетных данных бета-тестера. Вы можете подать заявку на участие в бета-тестировании. Подать ее можно в Xiaomi Community. То есть, друзья, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам, нам нужно стать бета-тестером этого приложения. Но на данном этапе я вам скажу так, что никакие дополнительные настройки для этого приложения нам сейчас не нужны. Оно и без них прекрасно работает. Просто компания Xiaomi сейчас тестирует вот такие функции с искусственным интеллектом, и поэтому на дополнительные возможности набирает бета-тестеров. На самом деле это классно, так как они взялись за глобальные прошивки и потихоньку будут переносить крутые
крутые функции на наши телефоны. К слову говоря, на своем канале я буду рассказывать про такие функции и какие из них можно уже сейчас установить на наши телефоны. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк, чтобы ничего не пропускать. На самом деле данное приложение очень даже полезное, и оно может пригодиться во многих сценариях. Смотрите, пока я его закрыл, открою шторку, запущу VPN-сервис, чтобы открыть YouTube. Кстати, если вы хотите также иметь у себя крутые VPN-сервисы, которые легко и просто запускать, и они классно работают, то на моем канале посмотрите видео, которое называется «Как обойти блокировку и замедление YouTube». Далее я запускаю YouTube, пишу что-то по-английски, например, American Story, чтобы нашлись зарубежные видео. Сейчас покажу несколько способов использования искусственного интеллекта. И, к слову говоря, его можно будет использовать, конечно же, не только на YouTube. Например, в каком-то приложении, неважно в каком, вы слушаете прямой подкаст, то есть лайв, на английском или других языках. И в прямом эфире вы сможете просматривать субтитры и перевод этого лайва с любого приложения. Итак, перед тем, как воспроизвести какое-то видео, я запускаю наше приложение. Теперь запускаю видео. Как вы можете наблюдать, в этом окне появляется прямой перевод. То есть, если на каких-то зарубежных видео вот здесь нет субтитров, то вы сможете переводить их вот таким способом, что очень удобно. Также смотрите, каким еще способом можно переводить видео. В нашем окне субтитров я нажимаю вот сюда, вот на эти стрелочки. Открывается следующее меню. Теперь я вызываю фоновое меню, удерживаю на YouTube и нажимаю разделение экрана. Далее клацаю на AI субтитры. Теперь воспроизводим видео. Все субтитры с переводом отображаются снизу, их хорошо видно. Друзья, вот такими способами можно переводить и создавать субтитры, как я уже говорил, с любого приложения, даже где идет прямой подкаст, то есть лайв. И это новые фишки и технологии для Xiaomi. Скажу больше, если вы по своему телефону на громкой связи будете разговаривать с каким-то иностранцем, например, на английском или на китайском, неважно, то эти субтитры также будут переводить его слова, что очень и очень удобно. И весь этот перевод совершается следующим образом. Помните, в начале видео мы заходили вот в эти настройки. Здесь я показывал вам источник звука. У нас стоит система. Если мы поставим микрофон, далее перевод будет совершаться так. Hi, how are you doing? Do you like my channel? После того, как у вас произошел перевод, вы можете нажать вот эту сноску, вот эта стрелочка. Сохранить как заметку. Нажимаем «Сохранить». Теперь зайдем в заметки. Наш перевод появляется здесь, в виде заметки. Это также может быть очень полезным. Если не хотите, чтобы сохранялась заметка, просто нажимаем крестик, а потом «Отмена». И также, если вдруг вам понадобится удалить это приложение, которое мы устанавливали, то зайдем в приложение, все приложения, в поиске по-английски пишем Mi AI. Вот оно, Mi AI переводчик. И просто нажмите «Удалить». Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Обязательно ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на этот канал. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!